Привет, я Натали, и сегодня я вам расскажу о красных флагах при выборе татуировщика или тату-салона. И первый красный флаг, о котором пойдет речь, это грязная и неопрятная тату-студия. Если вы видите такое, нужно сразу бежать. В студии обязательно должен быть свежий ремонт. Это сигнализирует нам о том, что в помещении нет грибка и пыли, которые могут привести к вторичной инфекции и аллергическим реакциям. А также это обязательно необходимо для законов о септике и антисептике и стерилизации оборудования. Ведь если помещение старое, в нем старый ремонт, конечно же, добиться стерильности невозможно, и это все отразится на вашем здоровье. Но про уборку говорить мы здесь не будем, это абсолютно очевидно. Второй red flag вы, конечно же, тоже лучше сможете отследить на консультации, но это становится заметно еще на этапе переписки. А именно, мастер не уделяет вам достаточно времени. Если он вышел к вам на консультацию, и вы очень быстро прошлись по самым главным темам, он вас не выслушал, это значит, что он не готов уделять вам достаточно времени. А соответственно и результат вашей работы будет поверхностным. Если вы хотите получить именно ту татуировку, на которую надеетесь, мастер должен вас хорошенечко понять, а для этого необходимо провести как минимум 20-30 минут обсуждения. Я уже не говорю о том, что нужно подобрать правильный эскиз под правильное место, учитывая вашу анатомию. Также очень важно, чтобы мастер предлагал вам свое видение, свои элементы дополнительные, например, как оформить фон или как лучше расположить интересующий вас объект на том месте, которое вы придумали. Так как если мастер не пытается что-то исправить, а эскиз, как правило, не бывает сразу идеальным, особенно если мы говорим об эскизах из интернета, то, скорее всего, работа будет сырая, а значит, она вам не понравится. Ну и давайте не будем забывать о том, что татуировка все-таки на всю жизнь, и поэтому она должна быть уникальная и отражать именно ваше видение. Конечно же, для этого мастер должен вас очень точно понять и хорошо выслушать. Следующий red flag – это отсутствие заживших работ в профиле. Если у мастера нет фотографий или видео заживших работ, это, скорее всего, означает то, что заживают они плохо. Но может быть такое, что мастер просто не задумывался об этом и не выкладывал их. Поэтому, когда вы придете на консультацию, обязательно попросите татуировщика показать вам его зажившие работы. Потому что напоминаю вам о том, что ваша татуировка – это не то, что вы видите после сеанса, а то, как она заживает. Следующий red flag – это если мастер называет вам цену без консультации, сразу по фотографии через интернет. Конечно же, 100% могу вас заверить в том, что особенно если работа большая, сразу угадать стоимость невозможно. Потому что одни люди невысокие и худенькие, другие крупные и большие. Соответственно, вам понадобится разное время для того, чтобы сделать, допустим, рукав. И стоить это, конечно же, будет по-разному. Помимо размера, также очень много других факторов, которые будут влиять на продолжительность сеанса. Во-первых, плотность кожи. Во-вторых, то, насколько легко вам будет даваться сеанс. Ведь если вам будет больно, сеанс продлится дольше. Все это невозможно предугадать без посещения тату-салона. Поэтому очень важно сходить на консультацию и выяснить все лично с мастером. И если мастер пишет вам в интернете, после того, как вы отправили ему, допустим, картинку рукава, сразу стоимость, конечно же, он заблуждается. И здесь вы столкнетесь либо с тем, что он назовет вам максимальную цену, либо с тем, что он будет торопиться успеть вписаться в стоимость, которую вам уже сказал. И в том и другом варианте вы либо переплатите, либо получите качество ниже. Ну а чем плох фиксированный ценник, мы уже рассказали более подробно в этом видео. Переходите, смотрите. Следующий red flag – это если мастер крадет работы из интернета. И здесь речь идет не об чужих эскизах, а о том, что он берет готовую фотографию чужой работы и выкладывает в свой Инстаграм или Pinterest как свою. Конечно же, проверить это очень сложно, но я сейчас расскажу, как это сделать. Вы заходите на профиль к мастеру. И если вы каждый раз видите на разных работах разный фон, то, скорее всего, работы взяты из разных аккаунтов. Иногда это не так, но это первый сигнал. Второй сигнал. Работы очень сильно отличаются по качеству. Одни плохие, другие средние, третьи очень хорошие. Татуировщик обычно выдает примерно одно и то же качество, и это очень сильно бросается в глаза. Ну и третье – это обработка.
Какие-то фотографии сняты с одним светом, какие-то с другим, где-то мы видим виньетку, где-то нет. И также очень часто известные татуировщики оставляют свои логотипы или watermarки. По ним тоже можно отследить, была ли взята работа из интернета или это личная работа мастера. Ну и чем это плохо? Во-первых, вы никогда не узнаете, на каком же уровне качества работает этот татуировщик, потому что в его профиле разные работы кричат о разном уровне качества. Поэтому вы не знаете, чего ожидать. Лучше отказаться от работы с таким мастером. Очередной звоночек. Это если мастер делает работу из интернета прямо как она есть. Первое и самое главное. Работа, которая была нарисована, пусть даже хорошим татуировщиком, была нарисована не под вас, не под вашу анатомию. И, скорее всего, она не сядет на вашу анатомию. С вероятностью 100% вам это говорю. Это первое. Второе. Татуировки – это об уникальности, о самовыражении. И здесь вы абсолютно это теряете. Подумайте, готовы ли вы носить копию чьей-то чужой татуировки, или вы все-таки хотите свою собственную. Это были самые распространенные редфлаги и проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и которые покажут вам, что из студии нужно бежать. Ну а как правильно выбрать мастера, мы уже рассказали вот в этом видео. С вами была Натали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь.